Друзья, всем огромнейший привет! Добро пожаловать на мой канал, с вами Катя. Я точно знаю, что все, кто пекут торты, всегда находятся в поиске своего идеального крема для выравнивания торта. И сегодня я хочу поделиться с вами своим идеальным кремом для выравнивания. У меня на канале уже есть рецепт этого крема, но я немного изменила пропорции и технологию приготовления, и теперь он стал для меня действительно идеален. И заодно хочу пригласить вас в мой инстаграм, он называется Свит Павловский, и в нем я иногда выкладываю идеи по декору или рецепты, которые не публикую в ютубе. Буду рада вас там видеть, ссылку вам оставлю ниже в описании под видео. Итак, вернемся к крему. Для торта диаметром 20-21 см, высотой 8-10 см я беру 115 грамм сливочного масла комнатной температуры, добавляю к нему 100 грамм сахарной пудры, которую я предварительно просеяла, перемешиваю, чтобы сахарная пудра не пылила во время взбивания миксером, и после этого около 5 или 7 минут я взбиваю все это до пышности и до посветления. При этом сливочное масло должно быть очень хорошего качества, и на нем должно быть написано, что жирность не менее 82,5%. Я обычно использую Брест-Литовск или Эко-Милк Вкуснотеево. После того, как мы хорошо взбили масло с сахарной пудрой, начинаем добавлять сюда творожный сыр. Я добавляю 400 грамм творожного сыра, тоже комнатной температуры, то есть не из холодильника, как я делала это раньше. Добавляю по чуть-чуть и аккуратно все это дело взбиваю. Какие сыры подойдут для этого крема? Я использую Хохланд, Альмете, Виолетте, Кремете. И, конечно же, эти сыры должны быть без всяких добавок, без зелени и так далее. И в итоге у нас получается очень красивый и однородный крем. Он мягкий и неплотный, и им очень удобно работать. Еще раз повторяю, 115 грамм сливочного масла комнатной температуры, 100 грамм сахарной пудры и 400 грамм творожного сыра тоже комнатной температуры. И получается вот такая красота. И сейчас расскажу несколько моментов о самом выравнивании. Во-первых, я выравниваю торты в два этапа. Первый – это черновой слой, чтобы смазать все крошки, чтобы они затем не тянулись за шпателем. Я достаю торт из холодильника и очень тонким слоем наношу этот крем. После этого я убираю торт в холодильник примерно на 15 минут, чтобы этот слой схватился и мы смогли нанести второй финишный слой. Следующий момент, конечно же, очень удобно выравнивать торты на поворотном столике. Вы, наверное, уже везде это слышали, но хочу сказать, что это действительно очень удобно. Стоят они очень мало. Вот, например, последний мой самый такой стеклянный я купила в фикс-прайсе, и стоил он около 140 или 150 рублей. Также хочу сказать, что этот крем отлично окрашивается. Вот оставшийся крем я окрасила в розовый цвет. У меня обычный краситель топ-продукт, на нем написано, что он жидкий. Но я думаю, что любым и сухим красителем, то есть можно окрасить этот крем. Дальше, второй финишный слой я наношу с помощью кондитерского мешка. Это очень удобно, во-первых, а во-вторых, слой крема на торте получается более равномерный. Такие мешки я покупаю в кондитерских магазинах стопкой сразу по 100 штук. 100 штук стоит около 180-200 рублей, в разных магазинах цена примерно одинаковая. И аккуратно выдавливаю и наношу вот такие полосы на мой торт. И после того, как я нанесла крем на весь мой торт, я начинаю разравнивать его с помощью шпателя. И это следующий пункт обязательно, если у вас до сих пор нет шпателя для выравнивания, приобретите его. Я свой заказывала на Алиэкспресс, и стоил он 150-200 рублей. Очень дешево, но служит мне уже очень долго, несколько лет. Ставим наш шпатель абсолютно перпендикулярно на подложку, чтобы действительно торт получился ровным и не заваленным. Так как я вижу, что многие девочки часто выравнивают свои торты бочонком, они получаются. Если они получаются вот такие зауженные сверху или снизу, это значит, что шпатель был поставлен на подложку неровно. Если у нас оказались какие-то дырочки на боковушках, не стесняемся, добавляем туда крем и снова проходимся шпателем. Если мы хотим убрать лишний крем, то мы хорошо давим на шпатель. А если хотим просто разровнять, то аккуратно, не сильно надавливая, проводим шпателем по торту.
Часто выравнивание тортов занимает довольно много времени, и я хоть приготовила очень много тортов, не могу сказать, что выравнивание – это мой конек. Я, конечно же, продолжаю совершенствоваться и расти, и чаще всего я надеюсь на то, что на торте есть определенный декор, который скроет какие-то неровности. В итоге выровненный торт смотрится как холст, на котором можно написать картину. Это мой самый любимый момент в приготовлении тортов. Ну, а вы напишите в комментариях, какой момент больше всего любите вы. Может быть, приготовление бисквитов и сборка торта, или приготовление декора. И еще буквально минутку покажу вам, как я выравнивала абсолютно другой торт, и пробежимся по самым главным пунктам выравнивания. Первое. Выравнивать торт лучше на поворотном столике. Это очень удобно. Второе. Выравнивать торт очень удобно шпателем. Третье. Крем должен быть не очень плотным, чтобы с ним было удобно работать. Четвертое. Торт изначально должен быть максимально ровным, чтобы на выравнивание ушло не очень большое количество крема. Пятое. Выравнивать торт удобно в два приема. Черновой слой и финишный. Шестое. Перед выравниванием торт должен хорошо постоять в холодильнике минимум 4 часа, чтобы он стабилизировался и не плыл. Седьмое. Если мы хотим убрать лишний крем, то сильно нажимаем на шпатель, а если просто подровнять, то аккуратно, нежно, не давя, проводим по торту. Восьмое. Оставшиеся дырочки сначала заполняем кремом и только после этого проводим там шпателем. Ну и если вдруг я что-то упустила или если у вас остались вопросы, обязательно пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. После того, как тортик выровнен, его можно украсить любым декором. У меня здесь безе и пряники. Я надеюсь, мое видео было для вас полезным, вы что-то узнали новое, а возможно просто укрепили старые знания. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Я желаю вам прекрасного настроения. До новых встреч. Пока-пока.